Привет, друзья! Я рад вас видеть в своем канале, который посвящен массажу, косметологии. И перед тем, как мы приступим к наинтереснейшей теме, я прошу вас поставить лайк, написать комментарий. Это поможет алгоритмам YouTube продвигать мое видео и тем самым делиться очень ценной информацией. Мне приятно, вам полезно. Итак, начинаем. Все те, кто увлекается массажем лица, имеют такое понятие, как почему-то массаж лица не работает. Но, к сожалению, у многих не хватает достаточных знаний в области анатомии, чтобы понять почему. Сегодняшнее видео будет посвящено мимическим мышцам лица, которые придают нашей мимике, нашему лицу те или иные мимические выражения. То есть улыбаться, смеяться, грустить и так далее. Данное видео не посвящено для медиков. Данное видео адресовано для широкого круга людей. То есть я не буду сильно вдаваться в анатомию. Мы будем поверхностно разбирать простыми словами. Итак, значит, поехали. Отличительной особенностью этих мышц является тем, что они не имеют двойного прикрепления к костям, в отличие от скелетных мышц. То есть они одним концом могут брать начало у кости, например, а другие могут вплетаться в кожу, в слизистые, либо в другие мышцы. Или вовсе просто переплетаясь между друг другом, образуя ту или иную мышцу, например, мышца рта. Забегая вперед. Первая мышца у нас будет мускулус процерус или мышца гордецов. Она у нас начинается от костной части спинки носа и идет наверх, вверх вплетается в лобную мышцу, переходя своим другим кончиком в эту часть. То есть она у нас оканчивается в области глабеллы и, соединяясь с лобной мышцей, при сокращении она тянет лобную мышцу вниз. То есть тем самым у нас образуются поперечные складки в области лба. Затылочно-лобная мышца, она одним краем крепится к сухожильному шлему, а вторым краем она крепится к коже между и переносицей. При сокращении этой мышцы у нас поднимаются брови, да, то есть вот. Также расширяет глазничную щель. Следующая мышца musculus orbicularis oculus, то есть круговая мышца глаза. Она окружает нашу глазную щель, одним периферическим концом она вплетается в глазницу, а другим концом в кожу века. То есть тем самым мышца у нас при сокращении зажмуривает наши глаза. То есть вот таким образом мы зажмуриваем глаза благодаря этой мышце. Также эта мышца частично вплетается в кругаторы, то есть мы сморщиваем наши брови. Это мышца, сморщивающая бровь. То есть здесь у нас образуется поперечная складка между бровями. В основном это уныние в нашей лице образуется. Мышца, поднимающая верхнюю губу. Одним концом она у нас вплетается в верхнюю челюсть, и другим концом у нас она оканчивается в носогубные складки. То есть при ее сокращении она поднимает у нас верхнюю губу. Малая скуловая мышца. Она одним концом вплетается в скуловую кость, а вторую в носогубную складку. То есть при ее сокращении наша носогубная складка углубляется. Дальше большая скуловая мышца у нас идет от скуловой кости, частично вплетается в уголок рта и частично вплетается в верхнюю губу. При сокращении она тянет уголки губ наверх и поднимает верхнюю губу тоже наверх в том числе. При этом наша носогубная складка еще сильнее углубляется. При таком действии этих мышц наше лицо таким кажется смеющимся, то есть мышца у нас улыбается, помогает нам. Musculus risoris – это главная мышца смеха, она одним пучком крепится к верхней губы, она растягивает наш рот при улыбке. У некоторых людей, как вы заметили, при сокращении данной мышцы, когда улыбаются, появляются такие небольшие ямочки на щечках. Это работа этой мышцы. Мышца, опускающая уголки губ, то есть она нижним краем крепится к нижней челюсти, а вторым пучком она крепится к нижнему углу наших губок. При ее сокращении она тянет наши губы и уголок рта вниз. То есть тем самым наше лицо такое грустное становится, грустное и печальное. Это работа этой мышцы. Мышца
Поднимающая угол рта. Соответственно, одним концом она крепится к уголку рта, и при ее сокращении наши губы чуть-чуть поднимаются наверх. Мышца, опускающая нижнюю губу. Своим одним концом она крепится к нижней челюсти, а вторым вплетается полностью в кожу нижней губы. При ее сокращении у нас опускается нижняя губа. И тем самым придает нашему лицу некое отражение отвращения. То есть мы чувствуем какое-то отвращение при сокращении этой мышцы. Щечная мышца, ее один конец идет по верхнему краю челюсти к альвеолярному отростку, а другим концом она крепится к слизистой оболочке щеки. То есть данная мышца также участвует в улыбке и в смехе. Данная мышца также предотвращает от поражения и ранения наших щек во время акта жевания. Круговая мышца рта, она у нас проходит по всей ротовой щели, и тем самым с помощью этой мышцы мы можем целоваться, мы можем открывать, закрывать губы. Также мы улыбаемся при помощи этой мышцы. Также мы можем при помощи этой мышцы удерживать, например, сигареты, либо другие какие-либо твердые предметы, например, ручку, либо карандаш. И когда мы сокращаем эту мышцу, очень часто у многих людей здесь образуются морщинки. То есть это длительное сокращение этой мышцы приводит к образованию данных морщинок. А если вам это видео понравилось, пишите комментарии, ставьте свои лайки. Если вы хотите разобрать со мной какую-то еще тему, я жду вас в комментарии. Итак, хорошего дня вам и до встречи в новых видео.